Приветствую на канале Императивная соционика. В этом видео я расскажу про нашу новую типологию – психосексуальность. Вы узнаете, почему вас тянет к определенным людям и любовным сценариям, и почему даже взаимное притяжение не всегда приводит к хорошим отношениям, а часто и наоборот активизирует ваши худшие качества. Психосексуальность – это типология любви, влечения и стоящих за этим травм. Она особенно понравится людям, которые интересуются отношениями и стремятся к саморазвитию вместо проигрывания травматического сценария. Психосексуальность можно использовать для познания себя и своих мотиваций, создания личного бренда, а также для придумывания персонажей и отношений между ними. Согласно теории психосексуальности, есть 4 возможные модели поведения, которые вам свойственны в отношениях. Эти модели поведения называются психосексуальные роли – заботливый, инфантил, виктим и агрессор. Если вы давно увлекаетесь соционикой, то эти термины вам наверняка знакомы. Нередко они используются для обозначения соционических типов. И это не случайно, ведь именно они вдохновили меня на создание типологии психосексуальность. Во время нашей работы в соционике мы пришли к выводу, что такие роли, как виктим и агрессор, заботливый и инфантил, действительно существуют, однако они никак не связаны с соционическим типом. Они отражают не работу с информацией, а удобную для вас модель поведения, которая приобретена в течение жизни. Психосексуальная роль отражает ваши ключевые страхи, комплексы и мотивации в отношениях с другими людьми. Рассмотрим подробнее, что представляет из себя каждая психосексуальная роль. Инфантилы не боятся внимания и легко привлекают его к себе, спонтанно выражают свои потребности, не стесняются просить о чем-то или жаловаться. Это яркие и естественные в поведении люди. В то же время у инфантилов есть трудности с пониманием других людей и с сопереживанием. Им сложно учитывать чужие потребности. Для примера представьте девочку 8 лет, школьницу, назовем ее Катя. Катя – душа детской компании. Она легко заводит друзей, громко рассказывает истории, часто вносит спонтанные предложения. Например, «давайте все играть в догонялки, я хочу быть ведущей». Дети с удовольствием поддерживают ее идеи. Однако, когда кто-то из друзей предлагает свою игру, Катя может легко отмахнуться. «Нет, это скучно. Давайте лучше мое». Ей сложно понять, что другие тоже хотят быть услышанными. В семье Катя активно привлекает внимание родителей, жалуясь, если что-то идет не так. «Почему вы мне не купили ту игрушку? Вы меня совсем не любите». При этом она не замечает, что родители устали после работы или заняты другими делами. Наверняка все вы встречали в жизни таких людей. Их плюсы – это открытость и спонтанность, хорошая самопрезентация. Минусы – нечувствительность к чужим проблемам, трудности с дисциплиной и самоограничениями. Если это известные люди, то их часто сопровождают скандалы. Среди известных личностей можно привести в пример таких инфантилов, как Ким Кардашьян, Майли Сайрус и Фредди Меркьюри. Заботливые, напротив, скрывают свои нужды и не любят просить о помощи. Эти люди ведут себя отстраненно и больше наблюдают за другими, чем говорят о себе. Они внимательны к вашим реакциям и потребностям и часто не замечают, как много делают для других. Им тоже нужна поддержка и внимание, но получить их сложно из-за своей скрытности. Представим себе Оксану, молодую преподавательницу в университете. Оксана наблюдает за студентами и всегда замечает, кто из них нуждается в поддержке, кто пытается скрыть свою неуверенность, а кто, наоборот, слишком активно пытается привлечь внимание. Она всегда видит, как некоторые студенты смущаются или не понимают материал, и знает, кому нужно больше времени на объяснение. Однако сама она не слишком открыта, предпочитает сохранять дистанцию. Когда студенты спрашивают ее мнение, она всегда дает конструктивный ответ, но избегает личных тем и не раскрывает своих переживаний. Например, когда коллеги замечают, что она часто остается на работе до позднего вечера, Оксана улыбается и говорит: «Мне просто нравится работать спокойно, без шума», не раскрывая, что на самом деле ей неудобно признаваться в усталости. Таким образом, плюсами этой роли являются профессионализм, внимательность к другим людям, хорошая репутация. Минусы – это скрытность и недоверчивость. Заботливые часто становятся подозрительны, когда видят интерес к себе, и плохо принимают помощь. Заботливая роль очень заметна у таких знаменитостей, как Опра Уинфри, Том Хэнкс и Джоан Роулинг. Агрессоры активно защищают свои интересы, стремятся управлять ситуацией, ведут себя напористо и нередко добиваются своего. Там, где инфантилы о чем-то просят, агрессоры забирают это самостоятельно.
Также они защищают слабых и проявляют покровительство к тем, кто признает их авторитет. Больше всего они боятся проявить слабость и уязвимость и всячески избегают чувства бессилия. Для наглядности представим себе студента 18 лет и назовем его Артем. Артем – староста в своей группе в университете. Когда преподаватель наказывает всю группу за опоздание на лекцию, Артем идет к нему в кабинет и требует пересмотреть решение. Он приводит аргументы и демонстрирует, что опоздание было вызвано проблемой с расписанием, и в итоге добивается отмены наказания. Однокурсники благодарят его за смелость. Артем часто берет на себя роль защитника. Когда он замечает, что другой студент подвергается травле, он публично вступается за него и говорит агрессорам, что больше не позволит такого поведения. Однако Артем тщательно скрывает, что чувствует неуверенность перед экзаменами. Он боится, что кто-то может увидеть в нем слабость. Таких людей можно встретить практически в любом коллективе. Их сильными сторонами являются смелость, настойчивость, умение отстаивать свои и чужие интересы. К слабостям агрессоров можно отнести подавление и тираничность. Также они плохо переносят чужой авторитет и начинают конкурировать. Среди известных агрессоров можно привести в пример Маргарет Тэтчер, Уилла Смита, Аллу Пугачеву и Дональда Трампа. Виктимы не склонны отстаивать свои интересы самостоятельно. Для них важно заручиться поддержкой более сильных людей или какого-то сообщества. Они могут проявлять большую преданность людям и идеям. Виктимы часто подчеркивают свою уязвимость, чтобы получить защиту и покровительство, и ожидают, что их будут завоевывать в романтических отношениях. Они терпеливы, однако плохо переносят слабости в других людях. Представьте себе школьника 15 лет, которого мы назовем Алексей. Алексей часто подвергается насмешкам со стороны одноклассников. Вместо того, чтобы дать отпор, он привязывается к старшекласснику Дмитрию, который когда-то за него заступился. Алексей начинает подражать ему, рассказывает ему о своих переживаниях и надеется, что Дмитрий снова поставит на место обидчиков, если понадобится. Алексей часто говорит, что без поддержки таких сильных людей, как Дмитрий, он бы не справился. Однако, когда младший брат Алексея просит его защитить от неприятностей в школе, Алексей раздраженно отвечает: «Я сам не могу ничего решить, как я помогу тебе?» Таким образом, плюсами виктимной роли можно считать лояльность, терпеливость, умение находить покровительство. Ее минусы – это боязливость, зависимость от авторитетов, трудности с защитой себя и близких. Среди известных личностей ярко выраженной виктимной ролью обладали Мэрилин Монро, Курт Кобейн и Майкл Джексон. Кстати, виктимная роль часто проявляется в творчестве как подчеркивание своей уязвимости. Надеюсь, теперь вам лучше понятно, что из себя представляет каждая психосексуальная роль. Но это еще не все, ведь согласно теории психосексуальности, у каждого человека выражена не одна, а две психосексуальные роли. Одна из них является для вас основной или программной, то есть отражает ваши глубинные потребности в отношениях. Вторая роль является инструментальной. Это ваш способ сближения с другими людьми. Ваш психосексуальный тип включает в себя обе ваши роли. Первая, которую мы называем программная, а вторая – инструментальная. Например, агрессор заботливый – это тип, который стремится к доминированию и контролю в отношениях, программная роль агрессора, и достигает этого путем заботы и помощи другим людям, инструментальная роль заботливая. Если вы хотите больше узнать о психосексуальных типах и о том, как работает программная и инструментальная роль, ставьте лайк этому видео. Таким образом, вы можете показать свой интерес к типологии. Если это видео наберет 50 лайков, то я выложу новое видео, где расскажу более подробно про психосексуальные типы. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.